Криминальная комедия, историческая драма, увлекательная реалити и не только в сегодняшнем выпуске. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 4 отличных новых сериала, которые стоит посмотреть. Располагайтесь поудобнее, согревайтесь вкусным чаем и приятного просмотра. Казино. Кратко говоря, это увлекательный сериал с достаточно быстрым и интересным сюжетом, отличными актерскими работами и комедийными элементами, вплетенными в криминальную историю. В сериале зритель следит за прирожденным бизнесменом по имени Чха Мусик, который после обвинений, спасаясь от преследований, переезжает на Филиппины. Он встречает сомнительных партнеров, которые предлагают ему новую концепцию казино-бара, где игроки играют в баккара на купоны, которые потом обмениваются на спиртное, спиртное на наличные. Мусик сомневается в законности такой схемы, но пытается улучшить ее, развить в другой стране, справиться со всеми возможными юридическими проблемами и конкурентами, а заодно разработать стратегию по завоеванию политических и деловых кругов на Филиппинах. Сюжет сериала достаточно увлекательный и быстрый, иногда повествование становится немного жестоким, но это не особо влияет на восприятие сюжета. Все актеры в сериале справляются со своими ролями. Казино является широкомасштабной криминальной комедийной драмой, которая легко привлекает внимание зрителей с самого начала. Сериал «Ты» основан на одноименной книге Кэролайн Кэпнес, рассказывает историю опасно обаятельного молодого человека по имени Джо, который идет на крайние меры, чтобы внедриться в жизнь тех, кто ему приглянулся. Сериал после перехода с родительской платформы дебютировал на Netflix и был хорошо принят зрителями, благодаря захватывающему сюжету и плавному развитию событий, которые рассказываются глазами антигероя Джо. При этом сериал остается достаточно мрачным и страшным, но в то же время интересным, что помогает ему развиваться. Вся история начинается с того, что Джо влюбляется в Бек, когда девушка появляется в книжном магазине. Он начинает преследовать ее в социальных сетях, наблюдает за ее домом, крадет вещи и узнает все ее контакты. Чем дальше, тем более жуткими становятся его поступки. При этом он остается настолько спокойным, что все, что он делает, кажется зрителю нормальным. В этом году вышел уже 4-й сезон, который отличается от предыдущих 3 по тону и качеству. Произошла смена актеров и обстановки, продолжение уже не несет в себе события предыдущей части истории. Отзывы на новые эпизоды сейчас практически везде негативной. Однако актерская игра и кинематограф по-прежнему превосходны. Фанаты сериала, пожалуйста, оставьте свое мнение о новом сезоне в комментариях. Ферма Кларксона. Этот сериал — обаятельное и блестяще поставленное шоу о становлении фермера, которое в своей основе представляет глупое и непринужденное приключение. Несмотря на это, в шоу освещаются реальные проблемы, связанные с фермерством и его влиянием на экосистему, причем делается это без назойливой назидательности. В ходе сериала можно заметить, что Джереми Кларксон действительно вкладывается в эту фермерскую жизнь, и его забавные попытки выставить себя на посмешище вызывают даже искреннее уважение, ведь делается это все, чтобы показать серьезный труд остального персонала. Шоу показывает реальные личности тех, кто участвует в управлении большой фермой и остается верным своим корням, сочетая в себе юмор и культуру. Отличительной чертой фермы Кларксона является более серьезный тон, чем в других проектах шоумена. Однако юмор и розыгрыши все еще присутствуют, придавая шоу особый шарм. В конце концов, сериал показывает, что фермерство — это сложное и глубокое дело, требующее знаний и навыков. И это желанное изменение в жизни Джереми Кларксона, который уже построил свою карьеру в развлекательном телевидении. «Женщины войны» — французский мини-сериал, действие которого происходит во время Первой мировой. Сериал рассказывает истории 4 женщин — Маргариты, Каролины, Агнес и Сюзанны, чьи жизни пересекаются во французском городке на фронте. Сериал исследует тему участия женщин в войне и знакомит зрителей с миром, где злодеями являются не только национальные враги. «Женщины войны» исследует в том числе повседневные проблемы шовинизма и сексизма начала 20 века в захватывающем реалистичном повествовании. Сериал хорошо передает обстановку и атмосферу времени, что помогает зрителю перенестись в прошлое и пережить те моменты вместе с героями. Костюмы, архитектура, мебель и другие производственные ценности сериала превосходны. Хотя историческая точность не является главным элементом, изображение ранений, морального духа войск и обращение с ранеными кажется довольно точным. Сюжет и актерская игра хороши, хотя временами немного излишне драматичны и вынуждены. В целом, «Женщины войны» — это отличный французский мини-сериал, который является данью уважения женщинам-героиням, сражавшимся на войне. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.